Закон притяжения – это ложь, не в своей сути, а в упрощении, сведенном до лозунга «думай позитивно, и ты сможешь это получить». Если бы этот простой подход решал все проблемы, но очевидно, что так много людей остаются разочарованными, даже повторяя мотивационные аффирмации, как мантры. Многие придерживаются этих шаблонных техник, и когда результаты не появляются, они винят Вселенную, никогда не задумываясь о том, что проблема заключается в поверхностной природе системы, которая отказывается столкнуться с подлинной внутренней алхимией, необходимой для совместного создания желаемой реальности. Чтобы понять, как этот поверхностный метод соблазняет людей, просто посмотрите на нашу культуру мгновенного удовлетворения. Кто-то натыкается на пост в социальных сетях, утверждающий, что если они каждый день представляют себя за рулем шикарной машины, реальность вскоре изменится. Они пробуют этот ритуал, но за кулисами этот же человек обременен травмами, обидами и бессознательной верой в то, что не заслуживает процветания. Никакое количество визуализации не имеет шансов против этого неразрешенного психологического вихря. Это похоже на попытку настроиться на радиостанцию, пока громкая статическая помеха гремит в эфире. Парадокс становится абсолютно понятен, когда мы замечаем, что постоянно развивающиеся технологии поглощают нашу интуитивную связь. Вместо того, чтобы слушать свой внутренний голос, люди полагаются на алгоритмы, чтобы узнать, что съесть, как одеваться и даже за кого голосовать. Сотни лет назад Лао Цзы предупреждал, что те, кто ищет снаружи, лишь мечтают, в то время как те, кто ищет внутри, пробуждаются. Существует также редко исследуемый вопрос, почему древние традиции никогда не сводили проявления к пассивному обращению к Вселенной с просьбами. Среди египтян процветание возникало из ритуалов эмоционального очищения и практики хэка. Это сочетание вокальных интонаций, жестов и физических действий в гармонии. Тем временем модель «попроси, и ты получишь», продаваемая в современных книгах, игнорирует суть вопроса. Подлинное проявление требует вибрационной согласованности, а не просто потока позитивных фраз, произносимых на автопилоте. Современная нейробиология поддерживает эту точку зрения, показывая через исследование нейропластичности, что повторение поверхностных мыслей не создает сильных новых нейронных связей, если эмоциональное состояние не согласовано. Другими словами, глубоко укоренившиеся паттерны нужды, нехватки и ограничений продолжают действовать в подсознании, блокируя попытки привлечь что-то другое. Мозг работает как цепь. Все, что противоречит старым убеждениям, выбрасывается или замалчивается, прежде чем успевает закрепиться. Посев семян изобилия в почву, наполненную страхом, это всего лишь иллюзия, независимо от того, насколько прибыльным может быть маркетинг программ легкого закона притяжения. Некоторые утверждают, что настаивать на позитивном мышлении достаточно, но они забывают упомянуть о необходимости столкнуться со своими собственными тенями, страхами и своей правдой. Намного легче ослепнуть блестящими обещаниями, чем столкнуться с травмами, подавленными проблемами, болью и убеждениями о собственной недостойности. Продавцы магических формул любят говорить, что Вселенная действует в вашу пользу. Древние традиции по всему миру, наоборот, тихо указывают на то, что Вселенная реагирует только на ваш уровень сознания. В этом столкновении нарративов человек, который остается несчастным после того, как обклеил стену оптимистичными записками, обнаруживает, что без глубокого погружения в самопознание повторение готовых лозунгов бесполезно. Каждая глава этой истории показывает, что поверхностность не только бесплодна, но и опасна, поскольку поддерживает иллюзию духовных усилий, скрывая истинное исцеление. Современные времена любят хвастаться своей инновационностью, но многие так называемые научные прорывы – это просто повторное открытие древних знаний. Египтяне не строили пирамиды только для того, чтобы хранить останки фараонов. Согласно менее традиционным исследованиям, эти структуры служили устройствами космической настройки и местами духовной инициации. В текстах пирамид вы можете найти ссылки на понятия
что материя — это конденсированная форма энергии, что квантовая физика подтвердила много позже. Другими словами, когда современные гуру говорят, что все это вибрация, они часто не осознают, что таинственные ритуалы учили этому принципу тысячи лет назад. В ведической Индии идея санкальпа или священного намерения формировала повседневную жизнь. Это никогда не было просто случайным желанием, а внутренним обязательством, соответствующим своей дхарме, определенным рекомендациям праведного образа жизни и человеческих взаимоотношений в виде правил, соблюдая которые человек может достичь состояния гармонии и счастья. Шаманы Анд подняли этот принцип на другой уровень. Концепция Айни, означающая космическую взаимность, учила, что ничто не дается даром. Каждый акт проявления требует эквивалентных энергетических вложений. Современная физика говорит о сохранении энергии, но андские традиции всегда знали, что не бывает урожая без предварительной посадки семян. Почему современная культура утратила это основное равновесие? Возможно, это связано с расколом между рациональностью и интуицией, который усугубился в современную эпоху. После Ренессанса наука довела фрагментацию знаний до крайности и стало удобнее называть все, что нельзя измерить в картезианских лабораториях, суеверием. Карл Юнг пытался восстановить связь между фрагментами, когда он ввел идею коллективного бессознательного. Он подчеркивал, что чисто рациональный фокус подавляет фундаментальные аспекты психики, осуждая человечество на мечты в поисках смысла. Тем временем наука в своих более ясных аспектах возвращается к предковым точкам зрения. Исследования Герберта Бенсона в медицинской школе Гарварда подчеркивают эффективность медитационных практик в переработке частей мозга, управляющих страхом и тревогой, что восточные мистики понимали через непосредственный опыт веками назад. Квантовая физика, в свою очередь, ясно показывает, что нет реального разделения между наблюдателем и наблюдаемым явлением. Сам акт измерения изменяет поведение субатомных частиц. Если наблюдатель вмешивается на квантовом уровне на крошечном масштабе, почему он не может оказать аналогичное влияние на события в макроскопическом мире? В то время как древние цивилизации жили с интегрированным взглядом на тело, разум и дух, объединяя священные танцы, песни, пост и глубокую связь, современное общество стало рассеянным, зависимым от экранов и запертым в алгоритмических пузырях. Люди хотят кратчайшего пути к получению вещей, но игнорируют тот факт, что ни одно приложение не может заменить внутреннее спокойствие, необходимое для того, чтобы услышать то, что древние традиции могут назвать «высшим Я». Говорить о совместном творении без малейшей готовности преодолеть эти барьеры значит заниматься пустой болтовней, еще одной модной внешностью, замаскированной под личное развитие. Величайшее оскорбление духовности заключается не в отрицании внешних божеств, а в отрицании божественности, присущей каждому человеку. Институционализированные религиозные организации часто продвигали идею, что доступ к священному требует официальных экспертов и обязательных таинств. Тем временем ведантические писания настаивают на том, что каждый человек несет ту же сущность, которая составляет космическое сознание, подытоженную в учении «Тат Твам Аси» – «Ты есть то». Ключевой момент заключается в том, что этот принцип не является простым поэтическим лицом. Научные открытия предполагают, что глубокая интроспекция активирует области мозга, связанные с расширенным восприятием и уменьшенным эго. Исследования режима покоя показывают, что наше самоощущение и внутренний монолог драматически изменяются в продвинутых медитативных состояниях.
Серотонин и дофамин выделяются новыми способами, создавая ощущение единства с чем-то большим. Возможно, то, что веками называли просветлением, на самом деле является нейрохимическим сдвигом, который превосходит чувство отделенности. Например, Никола Тесла описывал волны прозорливости, которые возникали в моменты глубокой концентрации, а не через линейные уравнения. Он входил в целые идеи, как будто открывал ментальный портал, обходя исчерпывающие вычисления и создавая революционные изобретения. Карл Юнг, исследуя символику бессознательного, увидел, что столкновение с архетипами, такими как «я», может быть поразительным. Суть не в том, чтобы прославлять эго, а в том, чтобы интегрировать его в более глубокий слой бытия. Суфии в своих вихревых танцах говорят о фана, растворении ограниченной идентичности, чтобы слиться с целым. Буддисты используют слово шуньята – плодородная пустота, из которой возникают все вещи и в которую они возвращаются. Эти радикальные переживания существенно отличаются от того, что сегодня представляется как легкая духовность, гуру, утверждающими «ты есть Бог», в то время как предлагаются курсы, способствующие росту самомнения. Однако мы не можем игнорировать, что современное общество одновременно насмехается над понятием внутренней божественности и поклоняется богатым и известным личностям. Доминирующая культура игнорирует истинную внутреннюю связь, предпочитая отмечать пустые символы власти. С точки зрения древних традиций, священное – это не просто молитва к божеству где-то там. Это жизнь в состоянии согласованности, в котором ваш разум, эмоции и тело образуют открытый канал для высшего сознания. Отрицание нашего собственного божественного потенциала оставляет множество людей в ощущении пустоты. Лихорадочный поиск быстрых решений, от последнего приложения для медитации до духовности 2.0, не заполняет эту пустоту. Нет ничего, что могло бы заменить смелое столкновение с собой, что означает признание того, что нарративы личной силы без глубокой смиренности становятся ловушками, питающими тщеславие и иллюзию. Человеческое тело не является холодным куском оборудования, отделенным от разума. Оно работает больше как антенна, передающая и принимающая частоты. Сдерживаемые эмоции действуют как статические помехи в этом эфире. Если вы подавляете гнев, страх или вину, вы на самом деле не избавляетесь от них. Эти чувства кристаллизуются в мышечном напряжении, метаболических расстройствах и даже хронических заболеваниях. Еще один важный секрет – это глубокая связь между нашими эмоциональными состояниями, физическим балансом и нашей способностью совместно создавать реальность. И древние знания, и некоторые современные исследования предполагают, что каждая эмоция запускает определенные химические вещества, нейропептиды, которые текут через тело, влияя на все, от иммунной функции до процессов исцеления. Когда страх, грусть или гнев остаются подавленными, тело реагирует, устанавливая паттерны напряжения, которые мешают как проявлению целей, так и общему благополучию. С другой стороны, когда мы работаем над освобождением этих подавленных эмоций через терапию, дыхательные практики или медитацию, это действует как уборка, освобождая наше энергетическое поле, чтобы оно стало более восприимчивым к тому, что мы хотим привлечь. Пока пользователи без конца ссорятся в цифровом мире, лишь немногие уделяют время, чтобы обратить внимание на то, что говорит их собственное тело. Странно, но сейчас у нас есть множество приложений для саморазвития и медитации, обещающих ясность за 5 минут. Результат – парадокс. У нас больше цифровых инструментов для развития самосознания, чем когда-либо, но часто нам не хватает подлинной глубины.
Вместо того, чтобы рассматривать болезнь или дисбаланс как личный недостаток, мы можем видеть в них знаки того, что тело и разум требуют переориентации. В традиционной китайской медицине печень связана с гневом, а почки – со страхом. Эти соответствия, вместо того, чтобы быть суевериями, находят поддержку в термографических исследованиях, показывающих, что энергетические блокировки влияют на кровоток и распределение тепла в теле. Эти древние идеи указывают на то, что закон привлечения работает гораздо более интегрированным образом, чем многие люди осознают, поскольку физиология, психическое состояние и эмоции неразрывны. Проще говоря, каждая эмоция оставляет измеримый след в вашей физиологии. Пытаться сдерживать ее все равно, что строить плотину из бумаги. В то же время шаманские традиции всегда ясно давали понять, что подлинные духовные прозрения требуют освобождения подавленной эмоциональной энергии. Сибирские шаманы использовали трансовые состояния, вызванные ударом барабана, чтобы очистить скрытую травму. Церемонии айуаски в Амазонии, проводя ритуалы, открывают глубокие раны, которые необходимо проработать. Вместо того, чтобы думать позитивно или накапливать больше аффирмаций, процесс включает в себя столкновение с нашими самыми темными частями. Нет настоящей радости, когда подвал вашей психики забит непризнанным страхом. Рассматривая закон привлечения через эту призму, мы видим важность всего, что вибрирует в бессознательной сфере. Сказать «я привлекаю изобилие» не сработает, если вы цепляетесь за страх нехватки. Квантовая вселенная отвечает на всю частоту, которую вы излучаете, а не только на приятные слова на поверхности. Если каждая клетка вашего тела пропитана обидой, реальность не может легко предоставить противоположное. Теперь должно быть яснее, почему так много людей в конечном итоге разочарованы. Они сосредоточены на украшении гостиной, но не обращают внимания на мусор, завалы в подвале. Никакие реальные изменения не происходят без практики. Чтение книг по саморазвитию или просмотр вдохновляющих видео могут вызвать осознание, но повседневные привычки формируют нашу вибрацию в реальной жизни. Древние традиции всегда подчеркивали повседневные ритуалы, даже короткие, потому что последовательные осознанные действия перестраивают ментальные и энергетические паттерны. Дело не только в том, чтобы думать иначе, но и в том, чтобы предпринимать конкретные шаги для очищения эмоций, пробуждения интуиции и согласования тела и разума.